Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас диалог пойдет о самом, наверное, недооцененном на 2022 год СТ. Это советский объект 140, поэтому поговорим сегодня именно об этой машине. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Объект 140 это средний танк 10 уровня ветки СССР, крайне сильная машина в прошлом, то есть легендарная СТшка, думаю, алды это знают и помнят. Сегодня в наше время, когда повыходили такие имбы, как, например, объект 430, СТБ-1, К-91 и вот это вот все, 140 уже не пользуется той популярностью, которая была у него ранее, но тем не менее списывать его со счетов и называть прям каким-то говном, откровенно говоря, извиняюсь за грубость, нельзя. Потому что у нас есть крайне достойное орудие, 100-мм У-8ТС. Видим, что у нас пробитие базовым подкалибером 264, 0.35 разброс, 2.1 сведение, 320 альфа. По альфе, конечно, танк слабоват, но мы имеем скорострельность 9.1 выстрел в минуту в стоке, то есть перезарядка пушки без досылателя 6.6 секунд. А это, как вы уже понимаете, крайне-крайне быстро. Плюс у нас есть шикарный кумулятив, который имеет пробитие 330. У танка есть шикарная стабилизация, неплохая в принципе броня башни. У него есть хорошие углы вниз, минус 7, вверх, плюс 17 градусов. То есть в принципе машина при должной сноровке играется без особых трудностей, даже в принципе среднему игроку. Новичку, конечно, нет. СТшки для новичков это вообще печаль, как по мне. Это сугубо, друзья, мое мнение. В целом, если будете играть правильно, закрывая глаза на минус этой машины и используя его достоинства, вы сможете настреливать большое количество урона. У меня его сейчас в ангаре нет, но я коплю, как видите, на выкуп. Сейчас у нас есть хорошая скидка на то, чтобы повыкупать проданные десятки, и со 140-м, я думаю, я это сделаю в первую очередь. Из таких прям ярых, друзья, минусов, это то, что он очень сильно горит. Нужно возить обязательно огнетушитель и качать пожаротушение. И у него очень часто выбивается БК, потому что у него во лбу баки и во лбу боекомплект. По сборке этого танка у меня есть только одна сборка на настрел. То есть мы ставим сюда стабилизатор, вентилятор и, соответственно, досылатель. Вот так. По перкам экипажа боевое братство можно качнуть маскировку, радиоперехват, то есть маскировка позволит танку скрываться, у него очень низкий силуэт, как видим, незаметность у него будет с маскировкой и камуфляжем 33, 69 в неподвижном положении, 25,9 это будет у нас в движении, что очень даже неплохо. В такой сборке мы имеем 3539 ДПМ, 0.32 разброса и 1.92 сведения, что уже вообще неплохо. Перезарядка будет 5.43. А если сюда, друзья, еще накинуть доп-паек, уже 3600, то есть видим, что можно, в принципе, играть с доп-пайком, но у вас должно быть выкачано обязательно пожаротушение. Давайте сейчас с вами посмотрим коллижен, определимся с броней и дальше уже посмотрим бой. Поехали в коллижен. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД имеет 200 мм, НЛД имеет неплохой угол, там 228 в лобовой проекции. Башня летает 380-390, есть неприятная крыша, которая, если танки выше, будут сюда пробивать, и неприятные вот эти вот два лючка 160-170 мм. То есть уязвимые зоны это его лючки, его крыша, и, соответственно, против крупных калибров, в принципе, кроме маски, больше ничем танковать вы не сможете. Борт кое-что тоже способен иногда отбивать, но в целом брони у танка нет, на это не стоит рассчитывать. Кое-что иногда отлетит, но чаще всего вы будете получать с уроном. Поэтому эта машина второй линии с тяжами, второй линии с ПТ, то есть пушка позволяет стрелять часто, позволяет выцеливать противника, поэтому в принципе, если вы прям уже понимаете, как играть, можете ехать и с тяжами играть от их ХП, выезжать, давать катки. Этот танк для этого идеально подходит, потому что перезарядка крайне быстрая, сможете держать на катке любую абсолютно машину. Но это уже тактика, так сказать, для опытных. Поэтому с броней, друзья, разобрались. Поехали посмотрим бой. Бой, друзья, у нас на карте рудники. Видим, что забросило в сетап с 8 уровнями. По сборке у игрока улучшенные механизмы поворота, вентилятор и стабилизатор, досылатель, прошу прощения. В такой сборке, в принципе, имеет смысл тоже играть. Почему нет? Видим, что он играть будет в основном на аккумулятивах, которые имеют бронепробитие 330. Изначально поехал игрок на позицию Е2. Я так полагаю, лучше было бы проезжать сразу подальше, то есть по первой линии. Это, в принципе, на этой машине имело место бы быть, потому что танк очень-очень подвижный, очень хороший. В плане динамики никаких нареканий у меня для него не будет. Я в свое время на 140-м, до того, как вышел 430У, откатал большое количество боев. Машинка крайне приятная. Единственное, да, минус это, что горит. То, что выбивается БК. В остальном машина очень даже хорошая. Видим, что светится много противников. В принципе, это такой танк, который может стрелять и сходу. Конечно, не под станом.
Прокатывается он подальше на линию H1. Так, подъезжает ближе, видит, светится Бураск. Дает первый шот ему кумулятивом. Так, получает от него первый выстрел, еще один шот. Заряжает фугас. Видим, что заряжает фугас сразу, чтобы добирать его. Не проходит альфа фугасом, конечно. Уходит в гусеницу большое количество урона. И добирает. Первый фраг, Бураск у него есть. Видим, что ему Бураск выбил сразу бак. Это головная боль этих танков, как я уже говорил. Поэтому нужно играть очень осторожно, грамотно. Машина способна настреливать большое количество урона, но вам нужно понимать, что в прямой перестрелке вам лучше прятаться и позволять, чтобы выкатывался противник на союзников. Таким образом вы сможете дольше жить, ну и соответственно настреливать еще больше урона. Стреляется он против Шкоды Т-27, она ему абсолютно не соперник, потому что, ну, все-таки давайте будем откровенны, 8 уровень с десяткой пуляется. Ну, Шкода 3 снаряда, да, но тем не менее. Выходит он из этой перестрелки, из этой дуэли победителем, что в принципе я абсолютно не удивлен. Заметил сзади Леви. То есть вот, друзья, почему нужно пользоваться миникартой. Это очень важный аспект игры. То есть всегда смотрите на миникарту. Он смотрел перед собой, но увидел на карте Левы, поэтому развернулся, давай по нему сразу пулять. Как видим, быстро он откусывает по кусочку. Да, альфа неприятная, маленькая, конечно, 320. Было бы 360, танк заиграл бы другими красками. Но мы не разработчики, не нам судить, да, как говорится. Поджался он уже на базу практически к противникам. 3 фрага есть, 2700 урона. Очень-очень приятно, то, что за такой короткий срок он смог надамажить довольно неплохо. На этом, конечно, видео не закончится и не будет поставлена точка. В том плане, друзья, я выбирал бой максимально настрельный. Я вчера зашел на What Replays, увидел и решил сразу сделать обзор на эту машину. На сегодня, в 2022 году, я в рандоме этих машин вижу довольно мало. Чаще всего берут 62А, которая на порядок хуже, чем 140. Раньше когда-то до апа 140-го 62 была покруче, но потом 140-му зашили башню, и он стал играть совсем иначе. Поджимается он уже ближе, давят они противников, которые находятся на 8-9 линии. Попытался заехать на гору. Не хватает ему чутка мощности. Может, был бы какой-то леопард и заехал бы. Но, тем не менее, отсюда можно вести огонь. О, неприятно получилось, Шкода Т-27. Счет у нас пока что 7-7. По ХП команда союзников проигрывает уже на 1300 очков. Это очень неприятно. Как обычно, в каждом бою, который мы смотрим, союзники вечно творят какую-то полную дичь. Увы. Друзья, кстати, расскажите, как выполняются у вас задачки новые от ВГ, вот эти вот, которые ежедневные. Все выполняют. Я сегодня не нашел в себе сил зайти вообще поиграть в танки. Решил сразу начать с обзора, после этого, наверное, сяду немного также поиграю. Потому что нужно дофармить, выкупить себе 140-го. Он, кстати, в очень-очень прикольном 3D камуфляже. У меня также такой стиль есть. Выпал из новогодних коробок. Подъезжает к Кунцепанцеру, дает ему шот. Танкует его кумулятив на 390. Будет в него вкатывать, это абсолютно правильная идея, потому что ДПМчику 140-го-то повыше будет. Открыл слишком широко борт для Кунцепанцера, получает лишние 400 очков от него. Тут также Су-130ПМ, но я так полагаю, сушка отвернута, да, от него? Да, сушка отвернута. Добрал он Кунцепанцера. По панциру тоже сделаем обязательно обзор, пока нет на него интересных боев. У меня вообще, друзья, какая-то ерунда происходит с реплеями. Многие реплеи из прошлого патча просто не открываются. И это реально бесит. Я вот не могу понять, почему ВГ не может сделать один интерфейс для всех реплеев. Ну, то есть компания, которая имеет огромные обороты и не может решить вопрос с реплеями. Это реально печаль. Не хочется качать просто клиент дополнительный для того, чтобы эти все вопросы решать. Но, тем не менее, я вам не жалуюсь, просто делюсь. 5 фрагов у него уже есть, 4800 урона, 1200 заблокировано, светится он после выстрела по сотке, дает еще один шот. Как видим, в настрел, если вам позволяют, если есть время выцелить. Хотя на этом танке, в принципе, в моей сборке, когда вы ставите стабилизатор, досылатель и вентилятор, выцеливать вообще не нужно. Там прицел будет просто максимально маленький, и вы сможете спокойно выкатываться и дамажить. Так вот, если у вас есть space, как говорится, пространство, да, для того, чтобы вести огонь, вы можете за буквально пару минут настрелять 3-4 тысячи урона. Машина действительно для этого очень-очень способна. Единственный минус это, да, то, что у него есть проблемы с поджогом. Это вот основное. Я сегодня не буду уставать об этом говорить.
Парни, я также вам напоминаю, если вы подписаны на мой канал, не забывайте писать комментарии, ставить лайки, рассказывать друзьям, потому что я хочу уже набрать все-таки в этом месяце 1000 подписчиков, я к этому очень-очень сильно стремлюсь, потому что это позволит каналу дополнительно расти, можно будет ставить уже кое-какую рекламу, а эта реклама помогает продвигать канал дальше. Ну и плюс это позволит нашему контенту развиваться, буду откровенен, то есть мы сможем проводить с вами разные розыгрыши и так далее, поэтому... Я же, так сказать, делаю это все своими силами, вы сами понимаете, меня же никто не спонсирует, поэтому это довольно трудно продвигаться с нуля. Надеюсь на ваше понимание. Дамажит он дальше здесь сотку, дает по Т-110Е3, крайне неприятная черепаха в прицеле, действительно бронированная машина. Ну, в этот раз он уже его выцеливает без проблем, у него остается всего 7 кумулятивов, что не очень хорошо. Дает еще один шот по Е3. 6500 урона у него уже есть. И на этом он не собирается останавливаться. По счету команды выровнялись. Команда союзников уже впереди. Счет у нас 11-8. Добирают сотку. Светится Шкода. Дает по Шкоде. Думаю, он ее будет добирать. Нет, не дают добрать Шкоду. Друзья, давайте подобьем итог по этому бою. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что здесь победа. Кому этот нужен танк? Если вы до этого не качали СТ, в принципе, это неплохой выбор, машина довольно годная при должной сноровке. Конечно, есть танки средние поинтереснее, там 430У и так далее, но у него не такая конечная точность. Поэтому, в принципе, попробовать можно. Машина играбельна вполне, то есть можно дамажить, можно наносить урон, но только с пониманием того, куда ехать и с кем ехать. Это очень важно. Если понравился видос, палец вверх, подписка и пока-пока.